Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня показать вам, как сплести вот такой вот шарик. Такие шарики можно приспособить, как вот я сделала с карабинчиком, на сумку. Также можно прикрепить такой шарик к замку на куртке, сделать сережки, сделать брелок для ключей. В общем, применить можно в самых разных местах. Смотрится очень красиво, очень нарядно. Вот камера, к сожалению, не передает, но такого нежно-розового цвета. И смотрится, ну, очень-очень красиво. При плетении этого шарика я использовала биконус 4 миллиметра. Вот этот шарик намного меньше. И здесь я использовала биконусы 3 миллиметра. 3 миллиметра. Здесь я брала в серединочке бисер номер 10. А здесь бисер номер 11. Ну, чтобы более логично было. Хотя можно здесь также брать бисер номер 10. Плести лучше всего на леске 0,2 миллиметра. Она достаточно тонкая, крепкая. И вот еще что нужно учесть. Мы будем очень много раз проходить и по бисеринам, и по биконусам. Смотрите, вот этот биконус я сплела ниткой. Вот такой вот ниткой на пробу. И он получился, смотрите, вот такой вот мягкий, во все стороны двигается, не очень хороший. А вот этот шарик, он сплетен уже леской, он достаточно жесткий. В серединку каждого шарика я вставила бусину 10 миллиметров. Для этого шарика из биконусов 4 миллиметра эта бусинка немножко маловато, поэтому шарик, смотрите, получился такой более мягкий. А для шарика с биконусом 3 миллиметра эта бусинка четко подошла. И шарик получился прочный, хороший и такой вот очень аккуратненький. Здесь тоже стоит такая бусина, но, видите, так как бусина маловато, то этот шарик получился вот такой вот нехороший. Такой шарик состоит из 12 вот таких вот цветочков. Один сверху получается, один снизу и 10 цветочков по бокам. Если смотреть сверху, то получается 5 по кругу, один по центру сверху, один по центру снизу и еще 5. При плетении этого шарика нужно проявить достаточно внимания. Я буду плести, чтобы вам было лучше видно, бисер 83-130, такой ярко-желтый, и красные биконусы. Для начала мы делаем вот такой вот набор. Биконус бисерина, биконус бисерина и биконус бисерина. Лески нужно отмерить, чуть больше метра, где-то 1,10 м, 1,20 м. Подтягиваем набор к концу лески и завязываем вот так. И вот что у нас с вами получается. Кончик я, вот смотрите, оставлю вот такой вот, чисто для того, чтобы мне было видно и вам тоже, где у нас будет начальный цветочек. Тот, который располагается сверху. Цветочек мы будем формировать все время на одном из лепестков. Допустим, начнем вот так. Я зашла в один из лепестков цветка. И до того момента, как у нас образуется цветок из 5 лепестков,
набор наш будет вот такой. Заходим, смотрите, нитка вышла сюда, заходим с обратной стороны. И подтягиваем. Смотрите, у нас с вами получается 1, 2, 3. 3 лепесточка. И мы с вами должны пройти в тот цветок, вот в этот крайний лепесточек этого цветка. Проходим. И опять делаем такой же набор. Вот моя ниточка выходит в центр цветочка, поэтому я захожу с обратной стороны в этот вот лепесток. И вот смотрите, у меня уже здесь 4 лепестка. 1, 2, 3, 4. Заходим в крайний лепесточек. Подтягиваем. И делаем еще один такой же набор. И точно так же нитка выходит сюда. Заходим с обратной стороны. Подтягиваем. И вот у нас, сами смотрите, сформировался цветочек из 5 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5. Что нам не хватает для того, чтобы этот цветочек, имел завершенный вид? Нам не хватает вот здесь, вот в серединке одной бисерины. А с этой стороны, видите, здесь как у нас получается. А с этой стороны не хватает вот такого вот набора. Бисерина, биконус, бисерина. Поэтому мы что делаем? Мы опять проходим вот в этот лепесточек. Так как наша нитка выходит в центр цветка, мы добавляем одну бисерину и проходим вот в соседний лепесток. Вот так. И вот смотрите, цветочек наш 5 лепестков есть. Теперь мы должны добавить вот такой набор: бисерина, биконус, бисерина. И вот, чтобы у нас был завершенный круг, заходим вот сюда, вот в этот лепесточек крайний. И мы попадаем с вами в серединку цветка. И чтобы уже совсем было у нас красиво, делаем вот так. Проходим по всем бисеринам, формируем серединку цветочка. Это можно сделать сразу, вот как мы с вами будем делать. Или можно потом уже, когда шарик будет готов, пройти по кругу, по всем бисеринам вот этим. Но лучше сделать это сразу. Ну вот, допустим, я прошла полный круг. И теперь смотрите, что у нас с вами получается. Мы сформировали с вами первый цветок. И теперь у нас будет с каждой стороны еще по одному цветку. Вот у нас с вами уже есть 3 лепестка для одного цветка. 1, 2, 3. Для другого цветка. 1, 2, 3. Для третьего. 1, 2, 3 для четвертого. И вот 1, 2, 3 для пятого. То есть на каждой стороне мы с вами будем делать по одному цветочку. Для этого мы таким же точно образом выходим в крайний из лепестков. Допустим, будем делать вот этот цветок. Мы должны выйти вот в этот биконус. Как мы это делаем? Мы с вами заходим по ходу плетения в биконус.
Ну и так как нам надо попасть в крайний, мы делаем еще вот так, проходим вот так и вот так. Видите, мы можем хоть этот цветок формировать, хоть этот. Мы находимся в крайнем лепестке. Ну давайте, раз уж мы наметились этот цветок делать, будем делать этот. Точно такой же набор, как при плетении первого цветка. Нитка выходит в эту сторону, значит, заходим с обратной стороны. Вот так. Подтягиваем и смотрим, что у нас с вами получилось. Вот. Раз, два, три, четыре. И вот, раз, два, три, четыре. Мы таким образом, получается, плетем сразу как будто бы два цветка. Таким образом, мы с вами плетем как будто бы два цветка. Смотрите, так как моя иголочка получается ближе вот к этому лепестку, то мы с вами продолжим плести вот этот цветок, чтобы нам лишних хождений не делать. Нам ведь без разницы, какой цветок сплести, мы все равно сплетем их все. Вот смотрите, 4 здесь образовалось, и 4 здесь. Теперь мы должны сделать пятый лепесток, и делаем мы точно такой же набор. Делаем мы точно такой же набор и заходим точно так же с обратной стороны в тот биконус, из которого выходит нитка. И вот у нас, смотрите, образовался второй цветок. Раз, два, три, четыре, пять. Мы с вами сейчас должны придать ему форму, поэтому мы приходим вот сюда, вот в этот лепесточек, вот наша нитка выходит. Идем просто по кругу, идем. И выходим иголочкой в центр нашего цветка. Для того, чтобы цветок наш закрыть и сделать красивым, мы должны добрать одну бисерину и соединить два биконуса между собой этой бисериной. Вот так. Вот смотрите, цветочек наш хоть не казистенький, но он уже есть, серединка есть. Теперь делаем вот такой набор. Набор, как вот здесь. То есть мы скрепляем теперь внешние стороны нашего цветка. И заходим иголкой в серединку. И теперь мы вот эту серединочку доводим до красивого состояния. Проходим по кругу все бисерины. Проходим по кругу все бисерины этого цветка. Вот наш центральный цветочек, мы ниточку оставили. И поэтому мы с вами будем сейчас доплетать вот этот цветок. Поэтому нам с вами нужно выйти вот в этот биконус. Прошлись по серединке. Заходим вот так вот в один биконус. Обязательно по всем встречающимся бисеринам и заходим в крайний лепесток нашего цветка. Ну и так как нам надо пятый лепесток добавить, мы делаем такой же точно набор. Заходим в биконус, из которого выходит нитка с обратной стороны. Подтягиваем и смотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас получилось раз, два, три, четыре, пять лепестков. Нам нужно будет с вами, ну, так как у нас получился этот цветочек
нитка выходит в центр, поэтому мы сначала будем делать вот эту часть, скреплять наш цветок по внешней стороне. Соединяем, чтобы было легче. И набираем вот такой набор. И заходим, вот наш цветочек. С внешней стороны скрепляем наш цветок. Зашли. Заходим. Хорошенечко подтягиваем. И что у нас с вами получается? Получается то, что у нас для того, чтобы наш цветок выглядел красиво, не хватает вот здесь одной бисерины, которая будет скреплять наши вот эти два биконуса изнутри. Добираем одну бисерину и выходим в соседний биконус. Хорошенечко мы подтягиваем. И смотрите, третий цветочек мы с вами сформировали. Для того, чтобы скрепить серединку, нам нужно в нее зайти. А зайти мы можем только вот по ходу движения. Мы проходим вот сюда. И заходим в центр нашего цветка. И теперь мы по кругу хорошо с вами скрепляем все бисерины. И когда мы проходим по серединке, мы должны определиться. Вот наш центральный цветочек был. Мы должны зайти сюда. Ага, так как я это место уже выхода пропустила, придется мне пройти еще раз по кругу, для того, чтобы выйти в нужный биконус. И выхожу вот сюда, чтобы зайти вот в этот вот биконус. Чтобы зайти вот в этот вот биконус, на котором мы будем формировать пятый лепесток. Мы делаем пятый лепесток. Я набрала вот такой вот набор. Захожу с обратной стороны в тот биконус, из которого вышла нитка. И вот наш с вами пятый лепесток готов. Теперь нам этот цветочек нужно сделать цветочком. Для этого, смотрите, вот у меня нитка выходит. Я выхожу по кругу в этот пятый лепесток, который мы с вами набрали. И так как у меня выходит наружу, будем скреплять сначала цветок по внешней стороне. Поэтому делаем вот такой вот набор. И заходим. Вот наши два биконуса, которые составляют лепестки цветка. Из одного лепестка заходим в другой. Вот так. Вот наш цветочек, состоящий из 5 лепестков. И по внешней стороне мы его скрепили. Теперь нам надо скрепить наши 5 лепесточков. То есть добавляем одну бисерину, так как наша середина должна состоять из 5 бисерин. И заходим из одного биконуса в другой. Вот так. Хорошенечко подтягиваем. И смотрите, наши цветочки уже начали формироваться как шарик. Ну и для того, чтобы сделать цветочек красивым, должны стянуть серединку. Для этого проходим
по биконусам так, чтобы попасть в серединку. Вот так. Ну и теперь просто по кругу скрепляем наши бисерины. Мы будем с вами формировать вот этот вот цветок, но мне придется пройти еще раз по кругу, потому что нам нужно с вами будет выйти вот сюда. А если я сейчас начну выходить, то, видите, серединка оказалась у нас не скрепленной. Поэтому мы, получается, по бисеринам пройдем 2 раза. Все время смотрим сверху, чтобы не запутаться. Когда у вас будет больше опыта, вы будете плести ближайший цветок. А пока вот ориентируйтесь на тот цветок, который находится у нас вот здесь, сверху. Вот наш будущий цветок из 4 лепестков, и нам нужно выйти вот в этот вот биконус. Поэтому я прохожу вот так. И вот так. Опять набираем такой же набор и заходим в биконус, из которого выходит нитка. Вот он, наш 5-й лепесточек. Теперь мы выходим опять в крайний лепесток, 5-й. И теперь нам нужно скрепить наш цветок по внешней стороне. Бисерины пока не заходим. Мы должны сначала с вами скрепить. Вот цветочек по внешней стороне скрепили. Подтягиваем. Теперь мы с внутренней стороны должны добавить одну бисерину, чтобы сформировать наш 5-лепестковый цветок. Вот и еще один цветочек есть. И теперь нам нужно подтянуть серединку. Проходим вот так вот по всем бисеринам и биконусу. Заходим в сторону центра. И ходим по кругу для скрепления нашей серединки. Мне приходится проходить 2 раза, потому что следующий наш цветочек вот здесь, а иголка я должна выйти вот из этого биконуса. Но если я сейчас выйду, то останется серединка некрасивой. Поэтому проходим дважды. Вот так. И смотрите, что мы с вами получили. У нас уже цветок состоит из 5 лепестков. То есть нам что остается? Добавить серединку, 5-ю бисерину, и скрепить по краям. Так как наша нитка выходит вот сюда, то мы с вами попадаем в центр цветка. Вот так. То есть нам здесь сразу нужно добавить одну бисерину. Аккуратно, чтобы не запутаться ниткой. Хорошенечко подтягиваем. И нам осталось скрепить наш цветочек по внешней стороне. Смотрите, какой шарик формируется уже. Набрали такой набор. И заходим из одного биконуса в другой. И вот мы с вами попадаем в серединку цветочка опять.
Хорошенечко все подтягиваем и скрепляем нашу серединочку проходом по всем бисеринам. Ну, а дальше нам будет гораздо легче. Смотрите, у нас сформировалась вот такая вот шапочка. Наш верхний цветочек, вот он с ниткой. Мы специально ниточку не обрезали, чтобы знать, где наш верхний цветочек. А по бокам у нас здесь образовалось, видите, уже цветочки из 4 лепестков. Нам тут надо просто добавить по 5 лепестку, но сразу не везде. Так как у нас, вот смотрите, вот этот такой цветок, который сверху, такой точно цветочек будет находиться и вот здесь, внизу. И он будет сформирован из лепестков вот этих вот наших цветов, в котором уже, смотрите, по 4 лепестка. Ну, давайте с чего-нибудь начнем. Нам по-любому нужно выйти в бекону с одного из цветков, крайний. Поэтому мы делаем вот так. Вот, вышли мы в сторону центра одного из наших цветочков. Так как мы добавляем 5-й лепесток, делаем вот такой набор. Так как нитка выходит в эту сторону, мы заходим в беконус вот с обратной стороны. Подтягиваем. И вот у нас с вами сформировался 5-й лепесточек. И сформировался целый цветочек. Мы сейчас с вами должны... Значит, смотрите, что мы с вами должны сделать. Мы этот цветочек закрываем, то есть мы проходим в этот лепесток и скрепляем этот цветочек по внешней стороне. Вся сложность плетения этого шарика заключается именно вот в этом вот последнем ряду. Набираем вот такой вот набор и закрываем этот цветок с внешней стороны. Вот так. Подтягиваем. Теперь формируем цветок с середины. Набрали одну бисерину и скрепляем 2 беконуса с середины. Вот так. Ну и для того, чтобы уже закончить с этим цветком, надо скрепить серединочку. Опять проходим вот так. Заходим в центр цветка и скрепляем все наши бисерины. Вот наш цветочек готов. Ну вот и пришло время нам ставить бусинку. Можно, конечно, делать и пустой, но так дополнительный шарм появляется, такой блеск изнутри. И шарик более плотный. Конечно, для такого вот шарика размером беконуса 4 мм хотелось бы бусинку 11 мм. Но у меня такой нету. Поэтому смотрите, что я делаю. Беру вот такой вот пин. Можно любой пин взять, чтобы у него здесь была шапочка. Ну или можно загнуть проволоку. Одеваю бусинку. И выхожу вот здесь в наш центральный цветочек.
Ну, нам это уже не актуально. Мы сейчас ниточку можем обрезать. Так как мы уже не ориентируемся то, что этот цветочек центральный или нет, мы ниточку обрезаем. И теперь мы вот нашей бусинкой спином заходим в этот цветочек в самую серединочку. Вот так. Это нам будет и для удобства плетения. Ну и чтобы, допустим, не следить нам за этой бусинкой постоянно, давайте сделаем вот так. Мы загнем, и все, уже можно бусинку нашу не поддерживать. Она уже никуда не денется. У нас с вами, смотрите, вот этот цветочек мы с вами закрыли. И у нас вот здесь, на нижнем ряду, образовался от цветка уже целых 3 лепестка. Ну и вот мы с вами подошли к самому сложному участку нашей работы. Мы с вами сплели цветочек верхний, первый ряд 5 цветов. И второй ряд у нас состоит из, смотрите, здесь цветок 5 лепестков, но цветок немножко не закончен. Следующий цветок полностью закончен у нас. Еще один из 5 лепестков, и тоже он не закончен. Здесь 4 и 4 лепестка. А вот это вот 3 лепестка, это уже начало нашего цветочка, который будет снизу. Для того, чтобы и цветочек этот нам собрать, и закрыть все наши вот эти незаконченные цветы, нам нужно сделать, смотрите, мы пройдем вот в этот вот биконус. То есть он расположен, смотрите, здесь 4 лепестка и здесь 4. И на этом вот лепестке мы с вами сейчас поработаем. Ну, а пойдем мы по ходу плетения. Мы одновременно вот этот цветок незаконченный вставим сюда бисерину от серединки. Мы потом вернемся и все серединки стянем. Теперь по ходу плетения идем вот в этот биконус. То есть 4 и 4. А он средний между этими вот. Вот он. То есть просто идем, ничего не набирая, выходим в этот биконус. Ну и по пути проходим по бисеринам серединки. Вот, сюда мы вышли с вами. И делаем такой же набор, как мы делали до сих пор. Заходим в этот биконус с обратной стороны. И смотрите, что у нас с вами получается. У нас закрылся этот цветочек 5 лепестков. У нас закрылся этот цветочек 5 лепестков. И у нас сложился вот здесь цветочек 5 лепестков. Единственное, что где-то не хватает серединки. Ну, а это уже мы будем сейчас доделывать, ну, по нашему ходу движения. Смотрите, здесь давайте сразу скрепим наши биконусы изнутри бисериной. То есть добавляем бисерину и выходим вот сюда. То есть мы скрепляем 2 биконуса. Зашли. Теперь смотрите, мы всегда делали так, что делали набор бисерина, биконус и бисерина, когда скрепляли по внешней стороне. В данном случае у нас вот этот биконус будет играть роль скрепления по внешней стороне. Мы берем, набираем бисерину, одновременно мы скрепляем, получается, по внутренней стороне вот этот цветочек. Набираем одну бисерину. Заходим в этот биконус. Набираем еще одну бисерину. И заходим в тот цветок, который мы только что с вами вот здесь сделали.
И теперь давайте уже пойдем хорошо скрепить. Смотрите, у нас все получилось. Единственное, что нужно теперь свести хорошо серединки, обозначить. И вот здесь в одном месте у нас еще цветок мы не скрепили по внешней стороне. Ну, сейчас по ходу движения мы это все сделаем. Пошли по кругу по бисеринам серединки. Тут уже без разницы, в какую вы сторону пойдете, потому что поработать нужно с нижним рядом с каждым цветочком. Ну, давайте пойдем вот так. И сразу перейдем вот в этот цветочек. У нас здесь не хватает одной бисерины серединки. Мы ее давайте... Ага, получается так, что мы заходим... Чтобы поставить бисерину серединки, нам надо связать между собой два вот этих биконуса. Ну, видно, где не хватает, видите? Поэтому мы делаем так. Связываем. Чтобы связать эти два биконуса, мы можем по ходу, видите, связать с этой стороны этот наш нижний цветочек. Добираем бисерину и уходим в этот цветочек. Набираем бисерину и идем вот так вот по ходу и смотрим, где у нас еще не хватает. Здесь у нас всего уже хватает. Единственное, что не связана серединка. Тут можно ходить в любом направлении, как вам удобно. Главное, чтобы получился хороший итог. Ну, давайте еще разочек пройдем по кругу. Куда нам надо выйти? Нам надо выйти вот в этот цветок, вот в этот вот биконус. Для этого мы вот так проходим. Для этого мы вот так вот и заходим в этот биконус. И нам надо связать вот эти два биконуса между собой по внутренней стороне. Набираем бисерину. Заходим вот так. Здесь мы, получается, связали его. А серединка не скручена. Мы сейчас здесь пройдемся по серединке. И что у нас? Вот остался некрасивый цветочек. Поэтому мы сейчас придем в него по любому пути. Хоть вот так, хоть вот так. Тут уже все не играет у нас никакой такой большой важной роли это. Ну и пойдем вот сюда. Связываем мы с вами вот этот последний цветочек. Теперь внимательно проверяем, все ли у нас с вами связано. Смотрите, все цветочки, серединочки связаны аккуратненько. Все. Ага, вот здесь, допустим, мне не очень нравится. Значит, мы сейчас придем вот в этот цветок и хорошенечко свяжем вот эту серединку. Видно, мы ее пропустили. Вот мы в него пришли, связываем серединку, и на этом, получается, мы закончили работу с плетением бисера. Останется только спрятать ниточку. Вот смотрите. Ну, а ниточку спрятать просто. Мы можем, смотрите, подойти под леску
в одном месте. Завязать двойной узелочек. Пройти по биконусу в следующий цветок. Вот здесь завязать двойной узелочек. Вот, ну и дальше желательно, а у нас как раз и получилось. Хорошо, чтобы эта ниточка была внизу. Поэтому ее обрежем вот здесь и немножечко подпалим. Ну и этот шарик я планирую сделать брелок для ключей. Вот такое вот двойное колечко получается. Ну вот, такой получается брелочек. Вот такие вот шарики получаются. Вот здесь я не вовремя вставила бусинку. Но смотрите, эта шапочка от пина, она не так уже и портит это изделие. Плетите с удовольствием, пусть ваша работа вас радует. На этом всего доброго, до свидания.